Этот кот провел большую часть своих 10 лет на улице, и несмотря на крупные размеры и широкую массивную морду, он был на самом деле очень худым. Год за годом болезни уличных кошек, блохи, чесотка и так далее доставляли ему все больше хлопот. Он жил в колонии бродячих кошек, которых мы начали отлавливать и стерилизовать. Но этого котяру мы никак не могли поймать в ловушку, он был очень хитрым и избегал наших клеток, рассказывает Линдси. Но однажды он стал выглядеть очень больным, а потом и вовсе пропал. Мы сильно волновались за него, но потом он появился и сам добровольно вошел в нашу ловушку. Казалось, что он просит нас о помощи. Линдси взяла кота под свою опеку и отправилась с ним в клинику, где его должны были стерилизовать и излечить от чесотки, блох, глистов и прочих болячек. Она дала коту кличку Мистер Бельведер или просто Мистер Би и взяла его на время лечения к себе домой. Все тело кота было покрыто шрамами от его драк с другими котами. В течение нескольких последующих недель Мистер Би, который скорее всего был настоящим альфа-котом, в своей группе кошек из-за своих крупных размеров, получил в том числе лекарства от чесотки и ушной инфекции. Также у него удалили несколько плохих зубов. С постепенным выздоровлением и сам кот стал более добродушным. Он начал мне доверять и разрешать мне чистить ему уши и давать ему лекарства. Он словно чувствовал, что я лишь хочу ему помочь. С помощью деревянной ложки Линдси поглаживала кота по голове, ему это очень понравилось. Потом вместо ложки уже были пальцы Линдси. Выздоровление мистера Би шло медленно, и недели лечения превратились в месяцы. Но в конечном итоге он превратился в очень ласкового кота, который теперь мог отправиться домой к своему постоянному хозяину. Он все еще боится некоторых вещей, и его лучше не гладить внизу спины, но он уже далек от дикого уличного кота и твердо намерен стать домашним питомцем. Когда он полюбил сидеть у меня на коленях, я поняла, что я с ним все в порядке. По словам ветеринаров, коту не менее 10-12 лет, то есть он уже очень возрастной. Но даже если ему осталось всего несколько лет жизни, Линдси знает, что он проведет их в комфорте и в тепле. Вскоре для кота нашелся хозяин, им стала ветеринар Дженна де Кристофара из Северной Каролины. Она увидела снимки мистера Би в интернете и сразу же влюбилась в кота. Дженна и ее муж не раз уже спасали пожилых кошек и хорошо знают, какой им нужен уход. Линдси была так взволнована новостью, что лично прилетела из Флориды в Северную Каролину, чтобы познакомиться с Дженной и понять, верно ли руки попал мистер Би. Все оказалось просто замечательным. Сейчас, по словам Дженны, они не могут представить себе жизни без этого кота. Он оказался таким милым мальчиком, и это очень уникальный кот. Он научился нам доверять и показывать свою любовь и преданность. Его борьба за жизнь удивительна. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.